Переход на 128 гигабит Fiber Channel – это не просто разгон частоты. Это удар в физический предел целостности сигнала. На скорости 112 гигабит в секунду модуляция PAM4 дает лавину ошибок. Принимающий трансивер становится крайне чувствительным к помехам. Возникает межсигнальная интерференция и жесткий электромагнитный шум. Но физика – это только полбеды. Это та самая ситуация, когда один хромой таргет на 8 или 16 гигабит кладет весь ваш all-flash массив за $1 миллион на лопатки. Эффект Head Offline превращается в приговор. Сегодня мы проведем аудит Brocade Gen 8. Выясним, как чипы Commodore 6 аппаратно решают этот кейс, при этом удерживая задержку в 580 наносекунд при двойной коррекции ошибок. Чтобы понять ценность Gen 8, нужно посмотреть на альтернативы. В 2026 году Ultra Ethernet на 800 гигабит активно заходит на территорию систем хранения, но это попытка приручить математический хаос сетей. Ultra Ethernet использует пакет Spraying. Пакеты разбрасываются по разным путям, работают сложнейшие алгоритмы предотвращения заторов. Но это все еще Ethernet. Если алгоритм ошибся, пакет отброшен, а джиттер взлетает до небес. Fiber Channel Gen 8 работает на принципиально другом уровне. Здесь детерминизм вшит в кремний. Механизм Buffet-to-Buffet кредитс работает аппаратно и безотказно. Коммутатор физически не отправит кадр, пока не получит подтверждение в свободном буфере приема. Никаких потерянных пакетов и переповторов. Поколение Gen 7 использовало архитектуру Single Flag. Задержка составляла 460 наносекунд. Новая плотность ошибок на 128 гигабит потребовала внедрения Dual Flag. Сигнал проходит двойную аппаратную очистку на интерфейсе входа и интерфейсе выхода, плюс промежуточная очистка на самом ядре коммутатора. Этот каскад возвращает показатель Post-Fact к уровню 6 девяток. Возникает инженерный парадокс. Второй аппаратный контур незначительно увеличил задержку. Всего на 120 наносекунд при удвоении скорости. Итоговое значение 580 наносекунд. Для межузловой коммутации лезвия в директорах X8 1,5 микросекунды. А теперь сравните сами. В сетях Ultra Ethernet целится в задержку около 400-600 наносекунд на пустом линке. Но под тяжелой нагрузкой коммутаторы неизбежно начинают копить очереди, и джиттер ломает всю математику. Fiber Channel дает железобетонные 580 наносекунд порт-то-порт. Для современных NVMe массивов такая экономия на транспорте – это критическое преимущество. Чтение из ячейки занимает микросекунды. И транспортная сеть не должна быть узким местом. Крайне важно понимать физическую природу этих цифр. В режиме Cut-Through задержка превращается в аппаратную константу, которая не зависит от загрузки порта. Мы полностью исключаем джиттер из уравнения. Для баз данных in-memory и обучения ИИ моделей это критично. Именно отсутствие хвостовых задержек определяет реальный темп всей системы. Фундамент платформы. Чипы ASIC Commodore 6. Это не универсальные процессоры, а выделенная логика маршрутизации Fiber Channel. Каждый чип предоставляет 40 тысяч кадровых буферов. Этот массив памяти надежно гасит микросплески накопителей. Коммутатор Brocade J820 работает на чиповой 96-полосной архитектура. 56 скоростных линий идут напрямую на лицевые порты. Никаких межчиповых задержек. В магистральных директорах X8 микросхемы распределены иерархически. Они стоят на лезвиях портов и лезвиях ядра. Вся эта структура объединяет порты через пассивную объединительную панель. Здесь полностью исключен эффект внутренней переподписки. Дальше вступает в игру трекинг. Для межкоммутаторных соединений ASL используется трекинг на основе кадров. На сервере массивы SHD балансируют трафик внутри транка по отдельным транзакциям. Механизм Dynamic Path Selection управляет этой нагрузкой в обеих случаях. Мы объединяем до 8 портов в единый логический канал, и пропускная способность транка достигает терабита в секунду. Для межшассийных соединений ASL используется оптика OSFP. Один коннектор физически заменяет 8 классических кабелей. Это физическое уплотнение линка снимает кошмар кабельного менеджмента. А ядро сети превращается в монолитную матрицу Full Mesh.
Возможности фабрик ОС позволяют строить колоссальные топологии. Сертифицированный максимум 239 коммутаторов в одной фабрике. Это до 6000 активных устройств. Когда в одной сети встречаются быстрые NVMe и старые SCSI, возникает транспортный конфликт. Проблема кроется в гетерогенности современных ЦОД. Сверхбыстрый трафик NVMe часто делит одну физическую очередь с потоками от старых SCSI устройств. Возникает глухая HIAT-оффлайн блокировка. Медленный узел исчерпывает буферные кредиты своего порта. Представьте скоростное шоссе. Спорткар NVMe жестко упирается в асфальтоукладчик SCSI. Перестроиться физически невозможно. Полоса наглухо закрыта бетонными отбойниками устаревшего QoS. Коммутатор останавливает общую очередь, замораживая даже высокоскоростные обмены. Архитектура Gen 8 решает это внедрением механизма АТО. Адаптивный оптимизатор трафика – это не просто умный светофор. Это выделенная спецполоса для быстрого трафика NVMe. Вход для SCSI трафика туда-обратно заблокирован на уровне чипа, на основе телеметрии, протоколов, скорости и профилей задержек. Condor 6 динамически нарезает виртуальные каналы. У каждого канала своя очередь и независимый пул кредитов. Виртуальный канал – это независимый логический путь внутри кабеля. Трафик NVMe обратно изолируется, а медленные устройства жестко сбрасываются в штрафной канал SDDQ. Адаптация всей фабрики идет превентивно. Разрушительный эффект домино блокируется в зародыше. Любая технологическая эволюция порождает новые векторы атак. В индустрии уже работает стратегия отложенного взлома. Хакеры перехватывают зашифрованный трафик сегодня, чтобы расшифровать завтра. Сегодня квантовые вычисления обновляют надежность симметричной криптографии. Поэтому Brocade J8 спроектирована как первая квантово-безопасная фабрика хранения. Архитектура аппаратной защиты строится на двух контурах. Первый контур отвечает за шифрование данных на лету. Механизм Inline Encryption работает на симметричном ключе AES-256. Этот стандарт математически устроен к алгоритму Гровера. Второй контур – это реальный прорыв. Постквантовая криптография работает на самом уязвимом этапе. Она защищает согласование ключей и идентификацию коммутаторов. Вы перекрываете компрометацию туннеля в момент рукопожатия. Весь квантово-безопасный контур вошит в аппаратный корень доверия платформы. Железо аппаратно блокирует любые инъекции роуткита в прошивку. Вы получаете бескомпромиссный контроль доступа по модели Zero Trust. Мы начали наш разбор с физических лимитов модуляции PAM4. Мы увидели логический паралич портов быстрых накопителей NVMe. Архитектура Brocade Gen 8 решает эти проблемы напрямую. Она не использует программные костыли поверх старых протоколов. Она решает эти задачи логикой ASIC. Микросхемы Condor 6 дают стабильную задержку в 580 наносекунд. Интеллект АТО аппаратно изолирует NVMe в выделенных виртуальных каналах. Механизм буферных кредитов гарантирует нулевую потерю пакетов. А постквантовая криптография минимизирует риск взлома. В мире, где ультраэзернет забирает долю рынка хранилищ, Fiber Channel Gen 8 предлагает свой подход. Детерминизм важнее сырой скорости. Пока другие борются с джиттером и потерями пакетов, Brocade гарантирует предсказуемость. Это выбор для систем, где цена простая, выше стоимости порта.